В этом ролике пойдет речь о тактике заработка на валютном рынке. Будет раскрыта суть многофакторного анализа сайта StockTime Pro и методика использования свойства цены двигаться против ставок большинства трейдеров. Существует два основных условия заработка на валютном рынке. Первое условие – это строгое соблюдение правил управления капиталом с целью защиты своих инвестиций. От самого факта соблюдения правил управления капиталом зависит сохранность депозита. Второе условие заработка на валютном рынке – это опора на информацию для принятия правильных торговых решений. Использование большого плеча способно дать быструю прибыль, но одновременно является главной опасностью для трейдера в случае принятия ошибочного решения. Чтобы исключить отрицательное воздействие плеча на депозит, необходимо торговать таким размером лота, чтобы после открытия сделки уровень безопасности был не менее 10 000%. При таком уровне можно выдерживать движение цены против ставки долгое время, без вреда для депозита. Соблюдение мани-менеджмента позволяет стабильно зарабатывать на валютном рынке. Маленькие лоты не дают сразу большой прибыли, но и вероятность все потерять сводится к минимуму. Лучше 10 раз взять маленькую прибыль, чем один раз получить большой убыток. Итак, первое условие стабильного заработка – это беречь депозит, соблюдая правила управления капиталом. Второе условие для стабильного заработка на валютном рынке – это наличие опорной информации для принятия торговых решений. Реальность валютного рынка не оставляет шанса для трейдеров, торгующих без анализа обстановки. Каждая сделка должна быть просчитана, хорошо обдумана и открыта по тренду. Трейдеру важно понимать суть процессов, происходящих на валютном рынке. Необходимо принять тот факт, что цена чаще всего движется против математического большинства ставок трейдеров. Именно это свойство цены является основной причиной потери депозита. Главная задача трейдера – лавировать между большинством и меньшинством ставок. Источниками информации по формированию математического большинства ставок трейдеров и инвесторов в течение торгового дня является сайт stocktime.pro. Информеры сайта – это надежный фильтр для принятия торговых решений. StockTime Pro – это расширенное видение настроения рынка. Рассмотрим технику входа в рынок и факторы, влияющие на торговую ситуацию. Факторов воздействия на торговую ситуацию на валютном рынке довольно много, и их желательно учитывать при открытии сделки. Это время суток, местонахождение цены валютной пары на момент принятия торгового решения, анализ уровней поддержки и сопротивления, уровни стоп-лоссов и тейк-профитов, которые установили большинство трейдеров, настроение участников рынка в виде открытых позиций, реакция цены на позиции трейдеров и инвесторов на протяжении последних суток, сигналы технических индикаторов и их роль в формировании настроения большинства. Учет вышеперечисленных факторов можно условно назвать многофакторным анализом. В торговле все решает время. Фактор времени – это один из важнейших критериев для входа в рынок. Торговые сутки условно разделены на территориальные сессии. После перехода суток начинается Тихоокеанская торговая сессия, она чаще всего самая спокойная. Затем к торговле подключается Азиатская сессия. За ней следует Европейская сессия и завершает торговые сутки Американская торговая сессия. От времени суток зависит активность торговли валютными парами на рынке. Самое активное время торговли – это пересечение Азиатской сессии с Европейской сессией и Европейской сессии с Американской торговой сессией. Для успешной торговли необходимо использовать психологически важные моменты торговых суток. Возьмем для примера пару евро-доллар. Первый психологически важный момент можно выделить за 1 час до открытия европейской сессии. Это 0.6 UTC летом и 0.7 UTC зимой.
Перед европейской сессией покупает евро, поэтому цена евро чаще всего растет. Второй психологически важный момент по аналогии за 1 час перед открытием американской сессии. В это время покупают доллар, поэтому цена пары евро-доллара чаще снижается. Третий психологически важный момент – это время выхода Европы из торгов. 15:30 UTC летом и 16:30 UTC зимой. В этот момент происходит временное падение объемов торговли. В этих трех случаях необходимо обращать особое внимание на позиции трейдеров и инвесторов и сформированное математическое большинство. Основу информации сайта составляют данные по позициям большинства трейдеров и инвесторов в течение суток. Это необходимо для отслеживания изменений настроения участников рынка на региональных торговых сессиях и дальнейшего прогнозирования изменений цены. Вокруг биржевых часов каждые 15 минут по контуру в отдельные ячейки откладываются цифры, отображающие процентное соотношение позиций трейдеров, инвесторов и направление движения цены за последние 15 минут. Внешняя окружность – это позиции трейдеров. Средняя окружность – это позиции инвесторов. Во внутренней окружности в каждой 15-минутной ячейке отображается направление движения цены валютной пары. Это движение цены по факту за последние 15 минут. Эта стрелка показывает нам реакцию цены на позиции трейдеров и инвесторов. Сложно угадать, чьи деньги перевешивают на рынке – трейдеров с малыми деньгами или инвесторов с большими деньгами. Поэтому необходимо отслеживать моменты создания математического большинства ставок в одном направлении. Теперь рассмотрим, как отображается математическое большинство позиций трейдеров и инвесторов вокруг биржевых часов. Математическое большинство – это ситуация, когда трейдеры и инвесторы открыли ставки в одном направлении. В данном примере видно, что математическое большинство на покупку создалось сначала на азиатской сессии. Затем большинство на покупку создалось в первые часы работы европейской сессии. Затем мы видим коротко созданное большинство на покупку в первый час работы американской сессии. В этот момент самые большие торгуемые объемы по евро-доллару, так как пересекаются европейская и американская торговые сессии. И после выхода Европы из торгов большинство перестроилось на продажу. Мы рассмотрели ситуации, когда все стояли в одном направлении, то есть создалось математическое большинство. В этом случае движение цены предсказуемо. Когда трейдеры и инвесторы стоят в разные стороны, угадать направление движения цены сложно, ситуация малопредсказуемая. Это информер быстрого реагирования. Прежде чем принимать решение о входе в сделку, необходимо убедиться, что позиции трейдеров не начали меняться. Если вокруг биржевых часов информация по позициям обновляется один раз в 15 минут, то здесь это происходит один раз в 5 минут. Можно заметить резкое изменение настроения участников рынка раньше, чем данные появятся вокруг часов. По данному информеру мы отслеживаем соотношение открытых позиций трейдеров и инвесторов по основной валюте и ее кросса. Теоретически идеальная ситуация была бы такой, когда вся группа евро, как пример, окрашена в один цвет, в данном случае красный, а группа долларов противоположный, в синий. Такая ситуация указывала бы на сильный тренд в противоположном направлении от ставок трейдеров. Но такое идеальное совпадение ставок бывает редко. Чаще всего мы наблюдаем иную картину. Вкладка «Внутридневной анализ» – это расширенная версия поведения основных валютных пар и их кроссов, собранных по группам. Обращаем внимание на цветовую градацию диапазона хода цены. Если валютная пара между минимумом и максимумом дня прошла более 100 пунктов, фон окрашивается оранжевым цветом. Менее низкая волатильность обозначена желтым цветом разной интенсивности. Таким образом мы выявляем волатильные валютные пары, а также видим взаимосвязь между основными валютными парами и их кроссами. Например, небольшое движение евро-доллара может спровоцировать сильное движение на кроссах. Можно значительно увеличить прибыль, используя эти нюансы поведения валют. По таблицам
внутридневного анализа видно, по каким парам образовалось математическое большинство ставок, а по каким валютным парам его нет. Вторым фактором для принятия торгового решения является определение местонахождения цены валютной пары на момент открытия сделки. Допустим, предстоит открыть сделку по паре евро-доллар. Одного взгляда на данный информер достаточно, чтобы увидеть направление движения цены, текущую котировку, накопленную позицию трейдеров и инвесторов с начала суток, минимум и максимум дня на текущий момент и диапазон хода цены между минимумом и максимумом. Сделку необходимо открывать только при наличии математического большинства ставок трейдеров и инвесторов, то есть настроение трейдеров и инвесторов должно совпадать. Либо все на продажу, либо все на покупку. В этом примере создалось математическое большинство на продажу, накопленные позиции примерно равные, цена идет в противоположную сторону от большинства ставок. Пройденный диапазон всего 57 пунктов, есть потенциал движения цены вверх. В этом примере математическое большинство не создано. Большинство трейдеров покупают валюту, а большинство инвесторов продает. Накопленная сумма по позициям почти равная. В данном случае ситуация непредсказуема. Третьим анализируемым фактором для входа в рынок является определение местонахождения цены относительно уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления – это математические расчетные уровни, то есть они являются теоретическими. Их можно рассматривать как перспективные точки возврата цены. Перед входом в рынок смотрим, где у нас в данный момент котировка, и сопоставляем с уровнями поддержки и сопротивления. Четвертым фактором анализа являются уровни стоп-лосс, тейк-профитов, установленные большинством трейдеров и создавшиеся зоны перекупленности и перепроданности. Под биржевыми часами и на странице мониторинга ежедневно публикуются данные по ближайшему скоплению ордеров стоп-лосс и тейк-профит, которые установили большинство трейдеров, уровни перекупленности и перепроданности, а также оповещения о выходе важных экономических новостей, которые могут вызвать повышенную эмоциональную реакцию рынка. Скопление стоп-лосс – это технические опорные точки, куда цена может вернуться для пробития ордеров большинства трейдеров. Восклицательные знаки означают уровень с максимальными объемами ордеров. До скопления ордеров Take Profit цена чаще всего не доходит, чтобы не дать заработать большинству. Приближение цены к уровню перекупленности или перепроданности говорит о скором ее развороте. Скопление ордеров стоп-лосс выступает ориентиром для сделки. Можно выставлять Take Profit, не доходя до данных уровней. Для трейдера важен мониторинг реакции цены на математическое большинство ставок трейдеров и инвесторов, которые необходимо начинать с азиатской сессии. Цена валютной пары в течение дня чаще всего реагирует на ставки трейдеров и инвесторов точно так же, как на азиатской сессии. Исключение бывает в случае, если математическое большинство сформируется в противоположную сторону. На страницу мониторинга переходим следующим образом. Выбираем как пример евро-доллар. В выпадающем меню выбираем мониторинг плюс график. Если анализировать график в сочетании с работой региональных торговых сессий, то можно увидеть повторение на европейской сессии, графического рисунка азиатской сессии, но с большей амплитудой. При условии, если за это время направление позиций трейдеров и инвесторов кардинально не менялось. На европейской или американской сессии чаще всего пробивают минимумы или максимумы китайской сессии. Именно там находится скопление ордеров стоп-лосс, установленных китайскими трейдерами. Следующий фактор анализа – это показания технических индикаторов. Переводим верхний левый переключатель в позицию индикатора. Вокруг часов отображается обобщенный математический результат по 28 техническим индикаторам. Внешняя окружность – это сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме. Вторая окружность – одночасовой таймфрейм. Третья окружность – 15-минутный таймфрейм. Четвертая, внутренняя окружность, отображает направление движения цены по факту за последние 15 минут.
Технические индикаторы интересуют нас исключительно с точки зрения их формирующей роли в создании математического большинства ставок. Технический индикатор является в нашем случае опережающим показателем перспективного настроения трейдеров и инвесторов. На технические индикаторы ориентируются торговые роботы и трейдеры. Можно проследить, как технические сигналы перестраивают большинство участников валютного рынка в ту или иную сторону. Опираться на показания индикаторов можно в тех случаях, когда индикаторы только начали сигнализировать в одном направлении. А математическое большинство трейдеров и инвесторов еще держат открытые позиции в противоположном направлении. Конкретный пример формирующей роли индикаторов. Индикаторы 23 октября длительное время сигнализировали активно покупать. Уже к концу американской сессии и всю азиатскую сессию в понедельник 26 октября большинство трейдеров открыли позиции на покупку. За 2 часа до открытия Европы позиции трейдеров на покупку достигли 100%, а это очень много. Реакция цены на эту ситуацию была такова, что на открытии Европы пара евро-доллар прошла вниз на 72 пункта против большинства трейдеров. Этого оказалось достаточно для пробития стоп-лоссов. Ставки инвесторов в этом случае, 55% на продажу, остались гораздо ниже, на уровне открытия европейской сессии в пятницу. И эти ставки инвесторов на продажу в любом случае в минусе. В этом примере в минусе оказались и инвесторы, и трейдеры, что довольно типично для валютного рынка. Когда мы наблюдаем разнонаправленные, бессистемные сигналы индикаторов и при этом трейдеры и инвесторы стоят в разных направлениях, от торговли лучше воздержаться. На StockTime Pro анализируются только высоко- и среднеликвидные валютные пары. По ним в течение торгового дня накапливаются большие объемы. Рассматривать и анализировать малоликвидные валютные пары, у которых доля рынка меньше 4%, нет смысла. Тактика пребывания в меньшинстве работает только на больших торговых объемах и на высоколиквидных валютных парах. Логичнее всего торговать первыми тремя из рейтинга, учитывая процент, который они занимают на рынке, и как следствие высокие объемы торговли. Это евро-доллар, доллар-иена и фунт-доллар. Если торгуете среднеликвидными парами, в любом случае отслеживайте позиции и реакцию цены по основной паре и всей группе кроссов. Инвестиционная деятельность – это высшая точка развития предпринимательской деятельности. Не каждый предприниматель в состоянии организовать компанию с миллиардными оборотами, но инвестором может стать каждый с небольшим стартовым капиталом. Теоретически, можно зарабатывать, находясь с планшетом или смартфоном в любом комфортном для вас месте. Нет необходимости покупать станки, оборудование, организовывать производство и сбыт продукции, нанимать персонал и арендовать помещения. Трейдинг освобождает предпринимателя от этих операций. И самое главное, приятное и ценное – это невероятная степень свободы, которую дает трейдинг как профессия. Удачных вам сделок! Берегите себя и свой депозит. Переходите на сайт StockTime Pro и расширьте свое видение валютного рынка.